Всем привет, друзья, и да, это новый формат, и сейчас я объясню, что к чему. Это наш совместный проект с пабликом Skillz, лучшим пабликом о хип-хопе, где вы увидите разборы рифм, флоу, а также статьи, которых больше нигде нет. Ну и как вы поняли из названия видео, сегодня речь пойдет о истории создания рэпа. Ни для кого не секрет, что речитативные формы в музыке использовали все народы мира. Заклинания африканских и американских шаманов, песни северян, русские народные частушки. Мы вначале помолчали, помолчавши говорим, что за ярмарку с поклоном нашу власть благодарим. Однако речитатив там занимал едва ли не самое низшее место. Связано это со слишком простым ритмом той музыки. Самые первые отклонения в этом направлении произошли при введении Рихардом Вагнером в свои оперы «Ариоза». Высшая речитативная форма, которая отличается от низших форм сухого речитатива и речитатива в темпе, большим мелодическим содержанием партии голоса и большим интересом и сложностью в аккомпанементе. Но в них не было приемов звукодержания, таких как рифма или аллитерация, это было вольное, быстрое декламирование текста. А теперь перенесемся в 60-е годы прошлого века в такую страну, как Ямайка, на даб-вечеринку. Это место считается колыбелью рэпа. Именно здесь диджеи первыми стали накладывать простой, задорный и рифмованный речитатив на симулированные драм-партии. Так и появился термин MC, мастер церемонии, человек, заводивший толпу своими небольшими и простыми куплетами. Но все простое со временем усложняется. С появлением Dozens, это битва MC, объем куплетов заметно вырос. В почете было зарифмовать на ходу большое количество строк. MC начали изощряться в рифмосложении и стали внедрять добавочную рифму внутри строки, то есть рифма стала музыкальным средством. Одним из самых ярких примеров этого является уже легендарный трек от грандмастера Флэша The Message совместно с Furious 5. В нем прослеживаются новые типы рифмовки, которые были повзаимствованы с батлов Dozens. И начался эволюционный процесс, который достиг своего пика 30 лет назад. Дуэт Эрик Би и Раким выпустили сингл Eric B's President, ставший поворотным событием в истории развития эмсинга. И это был переход от эволюционной формы к революционной. Именно Раким является тем, кто до неузнаваемости изменил хип-хоп, а именно... Африканская музыка дала рэпу свою доминирующую форму, которая отвечает за ритм. Конечно, этот процесс был начат намного раньше, но именно Раким ввел его. До Ракима никто не использовал такое количество внутренних рифм. Раким взял и усложнил методику составления рифм поэтов-модернистов и первым из рэперов начал использовать составные рифмы. Фактически, именно он ввел использование однострочной рифмовки, которую позже кардинально развили Notorious B.I.G. и Nas. Внедрение такого приема, как аллитерация, принадлежит сугубо ему. Изобретение двойных и тройных рифм, безусловно, присваивается Ракиму. Синкопа – это прием, при котором акцент смещается с сильной доли такта на слабую. Также Раким одним из первых начал выходить за тактовую черту, заканчивая строчку уже где-то на первой или второй доле последующего такта. Как мы видим, Раким полностью изменил хип-хоп, сделав из этого настоящее искусство, а не повод позабавить толпу, и это заслуживает огромного уважения. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу мой пилотный выпуск «Поясняю за», на который было потрачено немало трудов и времени. Надеюсь, вы оцените данное видео по достоинству и обязательно рассказывайте о нем друзьям. Подписывайтесь на мой канал, на паблик Skillz, и всем удачи!